Привет. Привет, Леонид. Итак, смотрите, как мы и обещали, будем рассказывать про то, как живут семьи иммигрантов в Аргентине. Мы один раз рассказывали про тех, которые выращивают огурцы, теперь про производство. Вот познакомились с Сашей, они тоже не очень давно приехали сюда и заодно занялись здесь производством. Вот мы приехали в гости и попросили Сашу рассказать и о себе, и о своем производстве. Это точно. Привет, друзья, я Саша. Я так обычно начинаю свои видео, а теперь мое видео будет также начинаться у Леонида на канале. Историю про меня я рассказывать долго не буду. В Аргентине я оказался, потому что я помогал украинским беженцам уезжать от войны. Меня хотели посадить. Я думаю, я Леониду скину ссылки и на мое интервью и на небольшой фильм, про который меня здесь, про нашу семью. Ну вот мы в описании установим, кто более подробно хочет все увидеть. Да, чтобы сейчас просто в это все не описании рассказывать. ссылочки оставим. История очень долгая, на самом деле очень нервная, и не хочется опять все эти эмоции переживать. А здесь мы собрались только для того, чтобы показать, как мы живем и что мы делаем. Изначально я, приехав в Аргентину, мониторил чаты, потому что я повар и хотел готовить что-то необычное и вкусное. И приехал я сюда с японской едой. Я готовил поки, рамены, в основном у меня были поки. Потом я переходил уже на более традиционную кухню русскую. Но, к сожалению, за год у меня так и не получилось это развить. Начался кризис, цены выросли, и одно блюдо изначально у меня там, например, поки стоило 8 тысяч песо, и с моментом повышения цен, с кризисом, оно начало доходить до 18. Люди просто перестали покупать, и смысла готовить этого не было. И потихонечку я не хотел переходить на пельмени, да, откроем тайну, мы здесь делаем пельмени, самые вкусные в Аргентине, но с моим внутренним перфекционизмом и любовью к труду я придумал самые идеальные пельмени в Аргентине. Я вам сейчас покажу, как мы их делаем, ну и кто захочет, может у нас их заказать, попробуйте, чтобы я не был голословным человеком. Да, сейчас пойдем посмотрим. А насчет цен в Аргентине, это вот 100%. Смотрите, за последний год где-то, ну, приблизительно, доллар практически не подскочил в цене, но зато все цены очень сильно подскочили. Да, это заметно. Это вот прямо такой парадоксик. Вот даже я беру по нашему спортклубу, куда мы ходим заниматься спортом, чтобы мышцу качать. Начинали год назад, там, к примеру, платили где-то около 20 тысяч в месяц человека. Сейчас пришло, что с мая месяца будем платить 80 тысяч с человека. 66? Хорошо. Ну, почти 80. Ну да, 200% практически. Да. То есть 66 в 3 раза, а доллар как был где-то там, ковырялся, 1200-1300 там песо за доллар, так он и остался. Но цены растут. Так что, ребята, тут вообще непонятки идут у нас. Но мы приехали сюда за пельменями, показывать, как делают пельмени, как вообще люди устраиваются, чем они вообще здесь занимаются, когда приезжают. Потому что я вот уже посетил рынок, ну, не рынок, я хотел сказать, ярмарку, где увидели тоже очень много вновь приехавших людей, которые каждый чем-то занимается. Кто тортиками, кто пельменями, кто какими-то копчениями, кто рыбой. Ну, в общем, находят себя, да? Да, ну, кстати кто огурцы делает, маринует, солит, привозит в бочках. То есть это вот хорошо. Леонид затронул тему ярмарок, и у нас как раз сейчас будет 2 ближайшие ярмарки. Аврора, на которой вы были, она будет 13 числа. И еще одна ярмарка, она проходит в Зона Норта, если у вас будет время. Кстати, нам одни обещали выслать, когда она будет, чтобы 20 числа, я тогда дам вам контакт. Да. Ну, отлично, я там буду участвовать. А для людей вообще, вот, которые смотрят, ну, живут, но первый раз про эти ярмарки слышат, где они вообще могут находить вот информацию, когда эти ярмарки проходят? Телеграм-каналы. Есть какой? Аврора, Аврора комьюнити. Там публикуются все ярмарки. То есть там есть отдельные чаты для тех, кто участвует в ярмарках, есть отдельный чат для людей, которые узнают о различных активностях. То есть они где-то за 2-3 недели до ярмарки начинают рассказывать, что у них там будет, строят план. Обычно ярмарка раньше проходила однодневная, теперь они стали 2-дневные, но вот в этот раз они опять решили сделать 1 день, ну, потому что люди пытаются заработать деньги, и когда они размывают на 2 дня, не всегда получается в первый или во второй день закрыть кассу, да, потому что встать на ярмарку стоит достаточно дорого, место на Авроре, если для кого-то это был секрет, стоит минимум $100, это только стол. Каждая точка подключения стоит... За месяц или за день? За день. Да, ну, вот за эту торговлю, которую они проводят. Да. Каждая точка подключения электричества стоит $30. Если аренда там какого-то места в морозильнике, это еще дополнительная плата, газ еще дополнительная. То есть за все нужно платить. Поэтому
И цены на продукты на Авроре чуть завышены, да, то есть мы пытаемся их как-то нивелировать, делать ниже, но не получается, потому что нужно отбить как минимум аренду и как максимум заработать себе хоть что-то. Но мы встаем на эти ярмарки только для того, чтобы о нас узнали и уже потом покупали наши продукты. Ну вот. да, там большинство По людей... большей части это как реклама. Да, большинство людей идет туда как на выставку достижений, скажем так, а потом дают свои телеграм-каналы, свои инстаграм-каналы, все такое, мы где пытаемся... можно уже сделать конкретно русская заказы. комьюнити пытается сделать сервис, показать, как это можно. И ярмарка «Аврора» начиналась вообще там с 2-3 столиков за $10, и теперь она разрослась. А что касается второй ярмарки, ярмарка находится в зоне Норте, есть чат «Соседи зона Норта». Он чат небольшой, там порядка, по-моему, 900 человек, но ребята собрались и сделали тоже ярмарку. Я там ни разу не был, рассказать пока про нее ничего не могу. Стоимость этой ярмарки намного дешевле. Стол стоит $50, точки подключения по 15, потому что, видимо, народу будет поменьше. Какой опыт нас ждет, я не знаю, но, в общем, 20 числа мы на зоне Норте и 13 на Авроре. Ну вот больше всего, что я тоже там побываю. Отлично, тогда еще будем раз там видеться. Ну, посмотрим ваше производство. Да, пойдемте. Вот мы и находимся в моем цехе. Организован цех достаточно просто, техника вся аргентинская. Она достаточно специфическая, с ней долго приходилось возиться, чтобы настроить так, чтобы было удобно работать. Цех мы формировали по принципу Макдональдса, чтобы все было под рукой и чтобы все было быстро. Мы до сих пор дорабатываем некоторые моменты, в процессе производства я вам покажу. С чего начинается процесс? Это замешивание теста. Секрет этого теста не скажу, это секрет нашего дедушки, поэтому основная продажа наших продуктов благодаря самому нежному, самому вкусному тесту. Вы можете заказать и в этом убедиться. Так вот, процесс достаточно простой. Мука, яйца, соль, вода, ничего лишнего, только главное соблюсти идеальные пропорции. Я про них, конечно же, не расскажу. Вымешивается тесто порядка 40 минут. После вымешивания теста мы его разделяем на две части, убираем в плюсовой холодильник, где оно должно отдохнуть 30-40 минут. И после этого с ним можно будет комфортно работать. Как работать с тестом, я вам тоже покажу. Для этого есть машина, которая называется тесто-раскатка. Все будет в процессе. Сейчас ребята делают фарш, можно будет посмотреть, как они его делают и где это все происходит. Пойдемте? Так, и здесь у нас стоит мясорубка. Это производственная мясорубка большой мощности. Она очень дорогая, хотя она на самом деле самая простая, которая есть. Каждая деталь стоит кучу денег. В Аргентине все так, друзья. Поэтому здесь мы рубим тесто. Очень удобное место. Соответственно, здесь у нас цех, где мы производим самый лучший фарш, самый вкусный. А из чего мы производим, я вам сейчас покажу. У нас здесь уже готовая продукция хранится. Вот так вот это выглядит. Мы ее фасуем по разным пакетам разного цвета. Обратите внимание, у нас здесь есть розовое тесто подмороженное. Мы делаем из него цветные пельмени. Розовое тесто у нас для пельменей с креветками. Оранжевое тесто у нас для пельменей с лососем. И черное тесто у нас для пельменей с черной курицей. Это самые дорогие пельмени, потому что черная курица размером с голубя, и стоит она $30 где-то в среднем, а мясо от нее грамм 150. Поэтому эти пельмени только по предзаказу, но клиенты уже на это есть. Мы покупаем пиццету, это вырезка, и помимо того, что мы ее покупаем уже дорогой, мы еще и весь жир снимаем. Как говорится, у нас есть говяжьи пельмени, где только мясо. Говяжьи пельмени у нас в черном пакете. Вот такой формат. Мы запаиваем пакет по килограмму в каждом пакете. Соответственно, у нас также представлены куриные пельмени, они красного цвета. Есть еще в нашей продаже биточки, говяжьи в вакуумной упаковке, и куриные. Очень вкусные, друзья, рекомендую. Куриные прям для детей супер-бомба. Также мы делаем хинкали. Выглядят они вот так. В упаковке в среднем 11-12 штук на килограмм. Каждый хинкаль это где-то 80-85 грамм. То есть 40 грамм теста и 45 грамм начинки. Очень сочно. Рецепт тоже мой секретный. Мы туда добавили много чего интересного. До этого рецепт был другой, но сейчас он намного вкуснее. И также у нас еще есть самые вкусные чебуреки.
вот тоже в вакуумной упаковке. Их здесь 4 штуки, вес в среднем 540-550 грамм. Здесь меньше теста, больше начинки. Тесто супер нежное. Мы очень долго придумывали рецепт теста, чтобы оно получилось вот такое, чтобы прям ел и наслаждался. В общем, у нас получилось. Чуть позже я буду всем угощать Леонида. И открою вам секрет, Леонид сегодня будет лепить пельмени, поэтому килограмм пельменей от Леонида вы можете купить. У нас будет аукцион. Деньги мы найдем, куда потратить, в общем. Вот, в целом это... нет, еще не вся продукция. У нас здесь немножко завал. Сегодня я чуть позже расскажу, как мы ее реализуем, куда я это все повезу. Сегодня будет премьера. У меня очень я переживаю сегодня, потому что я договорился с одной точкой продаж. И эта точка продаж находится... Открыть секрет? Нет уже? Она находится возле Канаре, куда вы все любите ездить, продлять прикарии, в одной квадре от нее. Поэтому поехали в Канаре, продлили прикарию, зацепили пельмешек, поели дома. Ну и не только пельмешек, то есть там вся наша продукция будет представлена. И сегодня в Инстаграме будет объявление о том, что появилось 2 точки продаж. Одна точка продаж в Сан-Тельмо, в исторической части города, прям, где живут много русских. Другая точка будет возле Канаре. И третья точка чуть позже будет прямо в самом сердце Палермо. Таким образом, я продаю свою продукцию, у меня уже есть 3 точки продаж. Люди приходят, так как доставки Uber в Аргентине стали очень дорогие, раньше было комфортно, за 1500-2000 песо мотокурьером мы могли доставить, люди переводили деньги и не тратились. А теперь, чтобы купить килограмм пельменей, на доставку в среднем тратится 4-5 тысяч песо, что это очень много бюджета. И все доставки я вожу сам лично, и все они бесплатные у меня до сих пор. И сейчас у меня работают люди, я хочу их научить и сделать так, чтобы доставка нашей продукции занимала не более 30 минут. Потому что если я наложу процесс производства так, что они будут успевать все делать, я буду в течение дня возить эти доставки лично вам, буду с вами знакомиться. Но меня и так много кто знает, и это на самом деле очень ценно и очень круто, потому что я вижу обратную связь от людей, они меня не обманывают, доверяют, а, как говорится, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Также у нас есть классические пельмени, они у нас в белой упаковке. Классические пельмени, это значит, что там есть говядина и немного свинины, для того, чтобы она была, вкус был намного сочнее внутри. И также у нас представлены вареники, я их сейчас найду. Это вся наша продукция. Так, хинкали и вареники. Вареники тоже в запаянном пакете, 1 килограмм. Внутри недоваренный чуть-чуть картофель и карамелизированный лук. Чтобы картофель не вытекал, и вам было очень вкусно. И лук настолько карамелизирован, что он чувствуется прям идеальные вареники. И скоро, скорее всего, мы будем делать вареники с рикоттой. Вот, так как с творогом здесь беда, и творог, который делают русские, меня по качеству не устраивает. Он достаточно кислый, и поэтому я принял решение все-таки делать из рикотты. Мне рикотта лично нравится, поэтому проблем я в этом не вижу. Вот это вкратце то, что мы здесь делаем. Это наша такая небольшая зона. И теперь мы можем посмотреть, как мы работаем с тестом и как мы лепим пельмени. Мы подготавливаемся к тому, что мы будем делать фарш. Ребята чистят лук. У нас там стандартные есть пропорции. Про них я тоже, конечно же, вам не скажу. Но сегодня мы будем делать куриные пельмени. Это самые ужасные в производстве пельмени. Посмотрите, как они лепятся. Это целое мучение. И в конце я попрошу, наверное, дать ваш комментарий под этим видео, увидев весь процесс производства, как мы это делаем, по вашему мнению, сколько должны стоить наши пельмени, потому что большая часть процесса делается вручную. Можно сказать, что это hecho en mano, то есть произведено нашими руками, с нашей любовью к своему делу, нашим перфекционизмом, чистотой. В общем, смотрите, сейчас мы подготовим лук, ребята сделают фарш, и мы покажем процесс производства: выкатка теста, вырезание сочни, это кругляшки, из которых лепятся пельмени, и сам процесс производства пельменей, как мы это делаем вручную, какие они у нас красивые. И процент брака у нас практически нулевой, потому что мы следим за каждым пельменем, и это наша гордость. Скоро вы это увидите. Да, друзья, я вам хотел сказать, почему мы находимся в доме. Мало кто знает, или тот, кто знает, меня сейчас точно поймет. В Аргентине очень трудно снять что-то тому человеку, кто приехал сюда. То есть, чтобы снять локаль, да, место. Локаль — это место, где можно делать что-то, продавать, производить. То есть, это коммерческое помещение, грубо говоря. Чтобы
арендовать, вам нужна гарантия, поручительство, не то что гарантия, должна быть еще собственность в Аргентине, и ты гарантируешь, да, этому человеку, что если что-то случится, то он, по сути, продает, да, там, или... Ну да, то есть он своей собственностью гарантирует. Да, то есть если локаль, например, стоит там 1 000 000 песо, а собственность у вас слишком дешевая, у вас тоже, скорее всего, не получится, потому что она должна коррелировать по цене. Дело в том, что тут не обязательно твоя собственность. Ты можешь искать гарантов, которые тебе прогарантируют. Ну а кто это прогарантирует? Ну да, это домом? должен быть или очень уж хороший твой товарищ, друг, семья, или же платить такому гаранту. Вот, который да, поэтому... потом, многие понимают, что оплаченный гарант – это оплаченный гарант, и ничего с него особо не сдерешь, и тоже не всегда принимают вот эту гарантию. Да, и вот целая проблема организовать себя. Вот поэтому мы организовали все это дома и стараемся следить за чистотой. Вы сейчас посмотрите, как мы это опять же все делаем. Каждое утро мы убираемся, каждый вечер после мы убираемся. В общем, у нас производство, можно сказать, прям производство. И все это сопряжено просто с проблемой снять локаль. Если в будущем у нас получится, то мы, скорее всего, сделаем это еще лучше, продукции будет еще больше. Ну а пока вот мы начали, где-то 3 недели работаем и уже сделали достаточно много. Ну, как так что все, помогаем покупками, покупаем и собираем деньги на локаль. Да, ищем гарантов. И если кто-то захочет поучаствовать в плане инвестора, да, то есть я об этом еще только в перспективе думаю, потому что раньше, когда было мое кафе, я не угадал с едой, да, то есть тут есть поки, они специфические, я понял, что аргентинцев не пробить, они такие твердолобые и, там, не знаю, ходят стричься к одному и тому же человеку, там, едят в одном и том же месте. Но сейчас, делая пельмени, я понял, что это очень нравится. Вот у меня, например, часто аргентинцы начали покупать хинкали. И теперь они будут ходить только к тебе покупать, потому что они твердолобые. Вот, да. Так что это тебе будет в пользу. Да, и я удивлен, что им понравились хинкали, и очень часто их сейчас аргентинцы заказывают. И я понял, что если нам открыть кафе конкретно, вот у нас уже много видов пельменей, начиная от цветных, пельмени можно варить, жарить, хинкали можно варить на пару. Соответственно, у нас есть пельмешки, котлеты, биточки, да, я их назвал. Скоро будут биточки из картошки. То есть это все, в принципе, уже заходит в формат какого-то недорогого общепита, потому что цены в Аргентине дорогие, а мне хотелось бы сделать что-то, чтобы любой человек мог прийти поесть, было вкусно, недорого и без проблем для этого человека. Что может быть у блогера, да? Все вот эти штуки. У нас тоже свой канал, я его создал недавно. Пельмень в БА и в ТикТоке, и в Ютубе. Мы там будем показывать, как мы работаем. И видео, и онлайн, может быть, какие-то секреты небольшие своих рецептов, но не полностью, но в целом. Поэтому я тоже заряжаюсь, и чуть позже, когда это видео будет сформировано, оно будет, наверное, стартом тоже моего канала, и уже после я уже буду рассказывать непосредственно сам все этапы. Потому что сейчас охватить все невозможно, это все очень быстро, скомкано. Так что, ребята, подписываемся на этот канал. И знаете, в чем еще выгода? Вы, если он будет онлайн показывать, стримить, как он делает пельмени, вы тут же в стриме можете сказать, вот эти типа откладывай для меня. И он сразу раз в стриме, так многие делают, говорит, так, это для Васи, это для Пети. Тут же клеить наклеечку, все, и вы тут прямо участвуете в выборе своих пельменей. Так, и сейчас я вам покажу, как мы раскатываем тесто. Тесто у нас уже подготовленное и замешанное было. Оно уже отлежалось в холодильнике сутки. Обычно ему хватает 30-40 минут, но это вчерашний замес. Тесто у нас немного влажное, чтобы оно не прилипало, так как у нас техника все-таки аргентинская. Нужно его немного помучить. Я обычно выкатываю кусок весом плюс-минус 1 килограмм. То есть я уже плюс-минус пристрелялся. Это мы убираем в пакет, чтобы оно не досохло. Обязательно в пакет. И храним его только так. Иначе оно подсыхает и будет не очень. Итак, это самая опасная вещь в нашем производстве.
Один сотрудник наш, не у меня в цеху, а когда мы работали в другом месте, случайно засунул сюда палец, тут 2 железных вала, давление просто катастрофическое, и палец могло раздавить, но там был немножко другой механизм, здесь стоял рычаг, который регулировал эти валы. Мне было с ним неудобно работать, но это спасло его палец, потому что рычаг можно было отдернуть, валы разъехались. Здесь система намного опаснее, здесь нужно докручивать. Почему я взял такую машину? Потому что мне нужно, чтобы тесто выходило толщиной 2 мм и весом от 6 до 7 грамм. То есть идеальный вес сочня, мы вымерили, это где-то 6,2-6,5 грамм. Я, в принципе, уже это делаю на ощупь, да, то есть мы тут шутим, у нас уже такой местный юмор есть. Я катала, те, кто раздают мясо или картошку, те кидалы, а те, кто лепят, те лепила. Вот у нас такая компания: катала, кидала и лепила. Так вот, с ней нужно работать очень аккуратно, и фишка такая, здесь даже нет никаких маркеров, и чтобы понять, валы на одном расстоянии или нет, я их докрутил до самого конца, поставил сверху себе 2 черных маркера, и теперь, чтобы мне понять, на какое расстояние одинаково, мне приходится каждый раз считать. То есть я откручу 1, а потом откручиваю 2, то есть один оборот. 1, и это очень важно, потому что если перекосит, то тесто, которое у нас выкатится, с одной стороны будет тонкое, с другой будет толстое. Я также вот подсматриваю, какая здесь толщина. В среднем я на такой кусок такой толщиной откручиваю 4-5 раз, не знаю, какое это расстояние, потому что, опять же, здесь нет никаких обозначений. Но, тем не менее, мне это удобно, потому что я прям конкретно регулирую ту толщину, которая мне нужна. Мы ее включаем и начинаем выкатывать тесто. Так как валы здесь достаточно ребристые, тесто, оно прилипает, поэтому я его постоянно мучу. Если оно прилипнет, рука так и тянется схватить его, отодрать, и руку может туда также замотать. Поэтому ни в коем случае, если кто-то будет работать, у нас новый сотрудник, я это параллельно сейчас рассказываю, чтобы она запоминала. Вот, мы замучили тесто. Ничего страшного, много муки не бывает, оно все уйдет в тесто, впитается, тем более оно отлежалось, намокло. И продолжаем. Один оборот. Про это мы не забываем. По одному обороту с каждой стороны, чтобы не перепутать регулировку валов. И выкатываем тесто. Еще один лайфхак, чтобы тесто у нас не растянулось и была толщина одинаковая, мы ни в коем случае здесь его не тянем и здесь не давим. То есть мы просто его, вот видите как бывает, ловим и стараемся аккуратненько, чтобы оно само выезжало. Чтобы вот чуть не замоталось, хотя я хорошо замучил, потому что это очень важно. И обычно вот этот кончик прилипает. Я его замучиваю чуть больше мукой. И здесь вот рукой придерживаю краешек, и потом на руку вот так вот. И здесь держу, но не давлю, просто чтобы оно не спустилось. Опять один оборот. Все, это максимально узкая толщина, которая нам нужна. И вот с этого момента мне нужно понять по толщине, то ли тесто, которое... И здесь вот я рукой еще придерживаю, потому что если она начнет закручиваться, я успею его схватить. Если уже не успеваю, рукой мы туда ни в коем случае не лезем, мы выключаем и потом подрезаем ножиком и снимаем. Здесь нужно прокатать 2, максимум 3 раза. Я катаю 2 раза. Если я чувствую, что толщина еще недостаточная, то есть слишком толстое тесто по моим ощущениям в руке, я 3-й раз на этой же толщине не катаю. 3-й раз, чтобы тесто прям было идеальное, которое мне нужно, я чуть-чуть назад отпускаю, где-то на полшага, чтобы немножко увеличить толщину, чтобы не додавить вообще до 5 миллиметров. А она так может. И опускаю, и последний раз прокатываю. Не тянем вот так вот на руку, и потихонечку этой рукой также помогаем и держим. Вот так вот просто. Извиняюсь, тут бутылочка. Потом мы укладываем тесто на доску.
Таким вот макаром убираем все лишнее. Вода нам нужна для обрезков, я сейчас позже покажу. И вот таким образом не тянем его ни в коем случае, чтобы она была одинаковой толщины. Это очень важно, друзья. И мы так делаем не для камеры, это каждый раз делаем. Потому что у нас реально самая-самая вкусная и самая крутая продукция в городе. У нас есть вот такие весы. Мы тут шутили, нам весы эти привозят, ну, так как здесь все разрешено, и в основном им вешают сами знаете что. И когда мы заказали сюда, я вышел весь в муке, и нам привозят 2 таких весов. На меня курьер такой смотрит. Ну, я как бы похож, наверное, на человека, который вешает что-то белого цвета. Я говорю, ладно. Я говорю, сейчас, говорю, вместе с курьером в следующий раз приедет полиция. Вот, у нас вот такая штука. Это вырезалка для теста. В Аргентине таких штук не продается. То есть они в основном рифленые такие. Это я заказывал из России, это очень важный инструмент. И много чего мы заказали из России. Это электрическая лукорезка, которую здесь тоже не достать. И много-много каких-то таких маленьких. Например, когда мы делаем чебуреки, мы их обрезаем такой фигурной круглой штучкой. Ее здесь тоже нет. Это все приходилось заказывать. Все это привозное. В общем, вот это очень важная вещь в нашем обиходе. И таким макаром мы вырезаем сочни. Мы начинаем их вырезать с края. Край, скорее всего, я рукой чуть-чуть подтянул, поэтому он будет потоньше. Поэтому мы его подрезаем, но все сразу не режем. Я могу уже все, потому что я типа уже профессионал, потому что я это уже умею делать. Но мы берем второй ряд и взвешиваем, сколько у нас получилось. 6,2 грамма ровно. То есть идеальный вес 6,5. Вот мы так посчитали. То есть от 6 до 7 это нормальный разбег, ну, потому что замучаешься каждый раз по 6,2. То есть 6,1, 6,2 это вообще супер отлично. И таким образом мы сначала нарезаем вот так вот кругляшки. И себя каждый раз я контролирую. Вот я вырезал, до середины дошел, тоже надо посмотреть. Не все подряд контролем. То есть первый край, середину и этот край. Потому что бывают перепады. Смотрим, 6,1, все. Это наша идеальная толщина. Я уже просто ее чувствую руками. И со временем тот, кто будет здесь стоять, он также будет чувствовать. Но, тем не менее, у нас контроль на каждом этапе. Контроль каждого сочня и контроль каждого кругляшка мяса, который мы внутрь кладем. У нас тесто чуть меньше, мясо чуть больше. То есть где-то 6,2-6,5 теста, ну в среднем 6,2, и мясо 6,5-6,8. То есть получается каждый пельмень где-то 12 с небольшим грамм. Но когда при заморозке все-таки уменьшается, получается 12 грамм пельменя. Да, поэтому напишите в комментариях, когда вы это все просмотрите, на ваш взгляд, сколько килограмм должен стоить, и угадаете ли. Мы вам цену говорить не будем. Если вы угадаете цену, то, соответственно, с меня будет презент. Кто первый угадает цену, несмотря в мое меню, за килограмм, давайте тогда так, за килограмм чисто говяжьих пельменей, окей? Если кто-то угадает, с меня тогда килограмм говяжьих пельменей. Леониду напишите, Леонид даст в общем, контакт. пишите в комментариях, а Саша будет под этим видео эти комментарии читать и будет отвечать вам. Да, в общем, мы вот так вот подрезаем тесто, которое выкатили. А вообще, раньше мы делали по-другому, мы сидели в другом месте, все сидели вокруг, и прям стол вот так вот проходил, и сочни я нарезал вот так вот, то есть выкидывая их с каждой штуки. Так как мы теперь лепим в другом месте, у нас немножко изменилось, и вот, чтобы она не затупилась, крышечка нам поможет. Я снимаю вот эту оставшуюся шелуху. Если что-то прилипло, я стараюсь не тянуть, опять же, да, чтобы не вытягивать это тесто. Она не всегда их подрезает ровненько, некоторые остаются. Все, шелуху мы сняли, и обязательно мы ее убираем в пакет, так как она уже сухая и мучная. Вот для этого нам как раз-таки нужна вода, чтобы тесто не высохло. Мы ее пшикаем, немножко подминаем и заворачиваем. Она там хранится, и из этих обрезков мы практически безотходное производство, потому что они свежие. Я немного отчаялся и думал пойти работать во «Вкусную Аргентину». Это местные ребята, они здесь приехали достаточно, точнее, девушки, да, там, 2 жены. Они приехали достаточно давно и начали, как и все, да, что-то готовить и производить для русских. И из-за того, что они приехали в первую волну, скорее всего, у них уже набрался пул клиентов, и как бы это им помогло. То есть мы приехали сюда гораздо позже, мы должны были приехать плюс-минус в первую волну, но из-за политического преследования, там, домашнего ареста и года следствия мы приехали там на 1,5 года позже, и то мы бежали, да, из России. Вот, и уже рынок, ну, как и везде, да, то есть был
конкуренция была очень высокая. Поэтому я начал делать Японию, потому что Японию здесь никто не делал. Она сначала пошла, а потом из-за этого, говорю, из-за роста цен, то, что я рассказывал, не пошла. Так вот, я поехал к ним, думал, уже все, как бы меня кинули с первым производством, где я работал, и сейчас вот благодаря тому опыту я все-таки решил открыть свое. Я не хотел открывать, прям нервы были жуткие. Я говорю, пойду работать, зарплата 35 тысяч песо в день. Ну, чтобы вы понимали, это 9-часовой рабочий день. В цеху работает, я там не был в цеху, это я уже там услышал от других людей, работает 9 поваров, и они готовят все. То есть щи, борщи, заморозку, котлеты, торты. У них еще свое кафе, Иван Хуан называется, да, то есть туда, ну, это не реклама, но все русские так про это знают. То есть они кочуют, например, что-то открылось, как Бухарест, да, сначала ничего не было, все русские ломанулись туда. Потом раз что-то еще русские открывают, все русские туда. Вот сейчас последний открылся Иван Хуан, и все тут просто кочуют. И не факт, что там задержатся. И вот эти 9 поваров, вот у нас в цеху вместе со мной еще 4 человек. И мы делаем только пельмени. То есть тот этап производства пельменей, который отнимает колоссальное время, рецептура, вот это вот все. И мы 5 делаем только пельмени и котлеты. А там 9 поваров делают все. То есть качество, на мой взгляд, я не знаю, я там не был, не хочу как бы не голословить, не говорить кому там не хорошо, не плохо, но мне кажется, качество страдает. Поэтому мы тоже иногда себе рисуем там фантазии, что мы сейчас как начнем делать рыбу солить, капусту это. Потом я себя торможу и говорю, нам нужно сделать то, что мы делаем, настолько идеальным, чтобы просто люди перестали заказывать у других, не потому что мы хотим, да, там, быть монополистами, но потому что мы реально очень много сил, любви, энергии в рецепты, во все вкладываем. И я думаю, что вы сейчас это увидите, потому что это, то, что я сейчас показываю, это происходит каждый день. Каждый день мы зачищаем мясо, каждый сочень мы взвешиваем, каждый кругляшок из мяса мы взвешиваем, лепим все вручную. И ребята лепят просто как машина, как боги. Они уже настолько этому научились, что у них пельмени просто идеальные. Но сегодня мы начнем с куриного, скорее всего, фарша, а Леонида посадим на говяжий, потому что он попроще. Ну, говяжий свиной. Куриный самый ужасный фарш, он очень липкий, тягучий, он очень... Но мы делаем его из грудки. Грудку мы полностью зачищаем от всех пленочек, убираем вот эту белую прожилочку, поэтому там чистое мясо. Там лук, который мы не режем, а перекручиваем в электрической лукорезке и потом ошпариваем его кипятком, чтобы дети не чувствовали вкус лука, но с луком мясо становится сочнее. То есть это получается такая детская диетическая еда, но у нас и взрослые часто берут, потому что они действительно вкусные. Смотри, мы когда воздух более-менее стравили, запаяли и в холодильник кладем вот этой штукой вниз, чтобы воздух в тесто не проникал. В любом случае в местах вот таких он уже есть, здесь может образоваться корочка, но если она 30-40 минут лежит, нет. Но если она сутки полежит, на следующий день будет корочка, мы ее убираем. Вот если на тех кусках осталось, я тебе покажу, как я выкатываю. И вот это вот 2 кулька. Средний вес одного замеса составляет 12 килограмм. То есть где-то 12 с небольшим килограмм, соответственно, умножаем на 2, то есть один замес это где-то 24 килограмма пельменей. То есть в день мы делаем такой замес, и обычно к вечеру, но сейчас немножко такое у нас разрозненное, плюс съемка, плюс там еще точки продаж, я мотаюсь много, поэтому пока мы успеваем сделать только один замес, его отработать. А так обычно 2 замеса отрабатываю. То есть в среднем 40 килограмм продукции в день. То мы подключены к магазину Mercado Pago. Здесь у нас наша продукция. Кто не видел, как работают эти терминалы, они здесь 2 разных типов. Если вы просто продаете что-то в магазинах, да, то вы можете вбивать цены. Но так как у меня производство и мы продаем уже готовую продукцию, ты через приложение, через ноутбук заливаешь туда определенный продукт, описываешь его, ставишь цену. И здесь нельзя пробить отдельно цену. Здесь просто либо курьер, если я езжу, можно приложить карту. Но обычно здесь подгружена доставка самой Mercado Pago, я с ним не катаюсь. И если кто-то заказывает через приложение Mercado Pago, приезжает от них курьер, забирает продукт и возит. Единственный нюанс и минус всех вот этих доставщиков в том, что они возят максимум на 7 километров от того места, где я нахожусь. Так как я нахожусь в зоне Норти, я не достреливаю до Палермо. И тоже один секрет, который вот скоро станет уже не секретом, сейчас я вам тоже расскажу. У нас нашелся человек, который живет прям в самом центре Палермо, который постоянно находится дома, у которого есть огромная морозилка. И мы этот аппарат, я поменяю адрес на его, и мы будем Mercado Pago покрывать всю зону Палермо в расстоянии 7 километров. То есть он прям в самом центре живет. Здесь очень просто все. Здесь есть обычное меню, магазин у нас открыт, сюда падают заказы, он начинает пищать. И здесь в онлайн-режиме либо через ноут, либо через эту штуку можно посмотреть, какие продукты у нас есть,
Это уже моя личная кухня такая внутренняя. Вот у нас пельмень, у нас есть крокеты, биточки, чебуреки, вареники, хинкали и пельмени. Например, у нас закончились какие-то пельмени, вот цены у нас. Не покажу. Так, на пельмени цены не покажу. У нас же конкурс. Например, на биточки. Вот у нас закончились биточки из картошки. Мы просто одним нажатием отключаем, и их больше не заказывают. Все, в принципе, интуитивно понятно, и больше здесь тыкать лишнего ничего не нужно. Ну и также можно поменять часы, или если вы куда-то отходите, можно просто нажать на паузу, выбрать время, на которое вы отходите, на весь день 30, 90 или 60 минут. И все. Падает заказ, он пищит, приезжает курьер, вы получаете заказ к себе достаточно быстро. Для нас это экономия времени, потому что, опять же, повторюсь, что все заказы я вожу сам. Так что пользуйтесь, друзья, скоро будет в Палермо. Оттуда я принес сочни, это называется сочень, то есть каждый у нас по 6 с небольшим грамм. И мы начинаем выкладывать таким образом, чтобы каждый сочень касался друг друга. Для чего это нужно? Сейчас объясню. Второй сочень мы выкладываем вот так вот. Так как у нас мы сейчас делаем все медленно, специально показывая, обычно у нас это происходит быстро, и сочней достаточно много лежит у нас на этой доске. Они подсыхают. И чтобы они клеились хорошо, у нас есть вода, и чтобы вода не попадала слишком много под сочни, мы выкладываем их сотовым методом. То есть вот это вот все вот таким образом кладется сюда. Обычно я просто с доски скидываю, и ребята быстренько это все как шахматы раскладывают. Мы делаем 2 дорожки обычно. Одна здесь, вторая здесь, потому что когда пшикаешь, чтобы на вторые не попадало, если что, мы прикрываем. У нас есть кидало. Леша у нас также отмеряет практически каждый кусок, но так как Леша уже привык выдавать мясо, у него уже в руке плюс-минус получается выдавать тот объем 6,5 грамм, который нужен. Он пытается сформировать кружочек для того, чтобы ребятам было удобнее лепить. Сейчас он положит несколько, можно будет запшикать. Ну, да, давай, Леша. Не, сейчас он хотя бы рядок сделает. Да, контроль на каждом этапе у нас. Угу. Еще 2 тогда положим. Эти можно, чтобы не намочить, пока у нас... Обычно мы все выкладываем, но так, чтобы было более-менее... Все, Леш, давай сейчас. Да, теперь как бы. Да, вот так вот сделаем. Угу. Все. Теперь Дона вам покажет мастер-класс по лепке пельменей. Выкладывай, Леш, пока. Оставшиеся. Угу. Да. Берем пельмень. Чуть-чуть, не вытягивая краешки, его формируем. Дона показывает специально медленно, чтобы было понятно. Проклеиваем всю длину очень хорошо, так как он влажный, и оставляем ушки. И ушки формируем маленький пельмешек. Здесь обязательно прижимаем пальцем, чтобы не было толстого места, потому что когда ешь пельмень, хочется, чтобы был баланс. Да, мы вытягиваем чуть-чуть. Да-да-да, можно пальцем помогать. Ясный перец. Чем я еще ему помогу? Ну вот, уже более-менее. Да. Ну, плюс-минус. Да, задача, чтобы мясо не вылезало через края. Ой. Да, да, живые. Блин. Это вареник, а нам нужен пельмень. Ну-ка. Да запросто. Просто не с первого раза. Ну вот. А теперь Донна может показать, как она это быстро делает. Смотри. Вот такой пельмешек. Да, запросто. Брак какой-то. Вот. Раз, раз. Переворот. И залепляем ушки. Она, наверное, с детства училась просто. Нет, мы здесь научились. Да? 5 месяцев. 4. Я смотрю как. Я учусь. Я учусь.
Ты думаешь, оно мне пригодится? Думаешь, оно мне пригодится? Ну, придется покупать. Или будешь лепить, или будешь покупать. Я лепить больше не хочу. Донну найдем. Если ты не хочешь. Те, кто может. Как шапка у этого. Ну, пора брать Леонида на работу, походу. Ну, как только... Это все блин, блогерством да в блогерством. свободное время поехать. Не умею, я не буду. Да-да-да. И теперь дома будет готовить другой человек. Подожди, 1, 2, 3. Это еще не все. Это самая легкая работа была. Сейчас мы покажем работу труднее. Вот. Из-за того, что здесь поверхность у нас влажная, и чтобы сочни не прилипали, наша задача протереть стол и также выложить сочни таким же методом, как я и выкладывал раньше. Обычно, соответственно, я выкладываю один ряд, потом режу второй, этот подбирается, и так вот по очереди мы ротируем ряды. Ну, так как сейчас, опять же, для видео, мы это делаем показательно. Иногда они вытягиваются, в этом ничего страшного. Тесто все-таки у нас не бумага. Самое главное, чтобы граммовка каждого сочня была соблюдена. Так. Я думаю, нам... Ладно, сейчас доложу. Пусть Леонид помучается тогда побольше. Да, нет проблем. Ну, это вам так кажется. Все ненавидят куриный день. Куриный день – это самый сложный. Тяжелый день. Ну все, Леша, теперь показывай Ну-ка, весь ужас. Кидала, давай. Кидали тоже нелегко. Да. Ну все, теперь радуемся мучению Леонида. Самый капризный фарш. А поперчить? А вы начните, может быть, подмачивать просто хотя бы, чтобы... Потому что это будет действительно трудно. Накладывать я буду чуть дольше. Давай, можно. Ага. Что, тут какая-то специфика или можно начинать? Да, можно попробовать. Только фарш руками лучше не трогать. Ясный перец. Я уже засек, что его лучше руками не трогать. То он выскочит. Проблема этих пельменей, что если фарш выскакивает, то они, скорее всего, не слепятся. Поэтому мы их очень сложно, долго, но делаем. Точно. Это правда. Можно просто схитрить. Сейчас это выкину. О! Угу. Точно, так хитрее. Все, мы эти пельмени заморозим отдельно и устроим Блин. аукцион. Первый раз, когда мы что-то делаем, мы всегда снимаем пробу. То есть мы не делаем много, чтобы потом не понимать, что. То есть мы налепили штучек 5-10, ну, в данном случае чуть побольше, и начинаем снимать пробу. Так как они свежие, чтобы они не прилипли, я раскручиваю воду. Это первые были говяжьи, классика. Тут уже даже не отличить, какие Леонид лепил, а какие Донна с первого раза. Так, закинем несколько штучек, помешиваю воду, чтобы они не слиплись. Потому что тесто у нас нежное. С замороженными так не происходит, но все равно воду лучше подкручивать. И закинем туда уже куриных отдельно. Будем сейчас на вкус отличать. В принципе, там понятно. В одном мясо темное, во втором мясо светлое, такое постное больше. Куриные мы делаем в основном для детей. Они у нас такие супер диетические, из куриной грудки. Вон еще один для вкуса. Свежие пельмени варятся при повторном закипании минуты 3. Замороженные где-то 5-6 минут, но лучше не переваривать, потому что вода, тесто набирает воду, и получается слишком разваренным.
Пока у нас варятся пельмени, вот такие чебуреки замечательные. В упаковке 4 штуки, общий вес более 500 грамм, упаковка вакуумная. Их жарить очень просто на сковородке. У меня скоро будет отдельное видео. Мы договорились с моей знакомой, ее зовут Аня, она здесь готовит для русских, устраивает мастер-классы, делает хачапури. И у нее такая очень большая профессиональная кухня. И мы тоже 12 числа сделаем еще одно видео, где расскажем, как правильно готовить хинкали, как правильно готовить чебуреки на сковородке, а не на фритюре. Это у меня домашний фритюр. Здесь мы все проверяем. Для ярмарок у меня такой уже профессиональный большой. И, соответственно, покажем, как жарить чебуреки на сковородки и какие соусы, например, замена сметаны. Вот она нашла замену сметаны, она нам про это расскажет, чтобы дети могли есть куриные пельмени с этим соусом и не думать, что это не сметана. В общем, да, вот мы вскрываем просто упаковку. У нас вакууматор, он вытравливает воздух. И, соответственно, берем чебурек замороженный, разделяем его на 2 части. Сейчас, секунду. Вот у нас такой получился чебуречек. Они у нас... Нет, масло еще не закипело, надо будет немножко подождать. Так. И пельмешки у нас почти готовы. Сейчас, секунду. Сейчас 2 минутки еще. Минутку в воде. Никогда не пробуйте пельмени, как я, горячими. Потому что ничего не поймешь. Нужно, чтобы они немного остыли, а то я обжег себе весь рот, уже вкуса потом не почувствую. Поэтому мы их всегда выкладываем, там минуты 3-4 ждем, чтобы они немножко остыли. И тогда уже ешь, и получается очень вкусно. Так, все. Кто-то с бульоном, кто-то без, но мы будем вилкой пробовать, без бульона. Да, у нас изначально и тесто, и фарш немного подсолены, по технологии так положено. Поэтому, если кто-то не любит соль, можно воду вообще не солить. Но я подсаливаю, мне так вкуснее. Вот сейчас Леонид скажет, вкусно ли ему. Очень вкусно. Какие Кстати, я попались? прошлый... Там тебе водка спрятана? Нет, там банки. Мы хотели делать творог, но я понял, что, наверное, я его делать не буду, потому что я пробовал и так, и сяк, потому что здесь молоко все пастеризованное. Здесь же, по-моему, по закону нельзя не пастеризованное, да, продавать? Вот, да, поэтому смысла как бы в этом нет. Получается, он не очень вкусный. И банки, скорее всего, пойдут под какие-нибудь соленья. Ну как? Очень вкусно. Ну, светлое. Я хочу куриный попробовать. Темное это с мясом, Вот светлое это наверное. куриный. Вот. Да, Ну это как? куриный. Вот это прям Леонид лепил, сразу видно. Хорошо. Да, я же говорю, надо чуть-чуть Да подождать. ты пофукай. Очень вкусно. Что ты потеряла в прошлый раз, когда сказала, куриных не буду? Вкусненько. Вон Здесь там, еще вон там, куриный. вон там. Вон. Да, вот он, светлый. Он, который я лепил, он видно. Да. Это ты лепил? Да. Не ровненько, да? Почему не ровненько, наоборот? Вот люди, Леня слепил пельмень. Ну-ка, пробуй. Горячий. Вообще надо сначала женщинам давать пробовать. На всякий случай, да? Да, ты же знаешь, почему вообще привычка вот эта есть, типа, открывать женщинам дверь? Нет. Не знаешь, откуда пошло? Не. Это еще от пещерных людей, они открывали из пещеры дверь, выходит, если ее ничего не съела, сам выходит. Понятно. Все от предков. Очень вкусные пельмени. Заказывайте, люди. Попробуй вторую. На. Не, ты попробуй. Ну, Я же пробовал. я жую. На. Жаль. Вкусно? Очень вкусно, подожди, еще. Так, вот у нас домашний фритюр. Мы здесь тестим, как у нас готовятся чебуреки. Во фритюре это все очень легко. То есть он разогрелся до нужной температуры. Мы положили чебурек и ждем, пока он начнет всплывать. Единственное, что нам нужно будет сделать, это переворачивать его с одной стороны на другую, чтобы он равномерно прожарился. Во фритюре чебурек жарится буквально 2-3 минуты. На сковородке это где-то минут 5-6. Нужно на сковородку его положить и с 2 сторон по минуте дожаривать. И, в общем, в принципе, тесто у нас очень сочное и нежное. Сейчас Леонид как раз продегустирует и скажет, правду я говорю или нет. Вот он у нас жарится, как он всплывет, начнет пузыриться, покроется красивым золотистым цветом. Вот он уже всплывает. Лучше его лишний раз не трогать, не шарудить.
потому что он может лопнуть, и внутри очень много сока. Сок выйдет, начнет шкварчать масло, ну, вот это все. Если что, у меня на случай есть крышечка, я закрываю. Взрываются они редко. Бывает, что там где-то не доклеено, но мы очень за этим следим. То есть, когда мы формируем сам чебурек, мы сюда выкладываем начинку и вытравливаем воздух пальцами, оставляя маленькую дырочку здесь. И когда весь воздух вытравил, мы только в конце его доклеиваем. Это очень важно, поэтому он внутри держит вот этот сок, он никуда не выливается. Вот эта штучка не просто так, она еще дополнительно проклеивает этот шов, отрезая лишнее, и весь сок остается внутри. Без воды, и поэтому они не взрываются. Это очень важный момент, и мы за этим также следим. Вот мы его перевернули, он у нас какой красивый уже получается. Очень важно во фритюре все равно переворачивать, потому что он жарит только низ, верх, вот низ зажаренный, а верх еще был беленький. Поэтому можно либо вилочками, либо какой-то мягкой историей вот это все сделать. Ну и лишний раз его не теребим. Пока все равно стоишь, ждешь чебурек. Расскажи, как у тебя заказать и вот конкретно шаги, где заказывать, как заказывать для людей. Да, ссылку, наверное, мы оставим в описании, если можно. Так, у нас есть Инстаграм, он называется пельмень, _БА. Инстаграм я завел здесь, когда приехал сюда, сейчас там порядка 6000 подписчиков. Люди охотно подписываются, я там его немного переформатировал, и там как раз под аватаркой внизу есть ссылки, где можно оставить отзыв, где можно заказать непосредственно у меня, и отдельно ссылка на заказ через Mercado Pago. Вот. Мы возим в основном после 6 вечера, это было так раньше, а сейчас из-за того, что у нас полная команда, я хочу их автономно научить работать без меня, чтобы мы каждый заказ возили в течение 30 минут. То есть человек заказал, заказ приехал. Этим буду заниматься я, поэтому можно будет еще и со мной пообщаться, оставить ваш отзыв лично мне. На самом деле, это наша, наверное, черта, я не знаю, как у аргентинцев, но у меня небольшая такая статистическая выборка. Аргентинцы охотно оставляют отзывы, комментарии, все это. Русские, когда им что-то нравится, ну нифига они не оставят. А как что-нибудь плохое, обязательно миллион отзывов. Поэтому тот, кто пробовал нашу продукцию, пожалуйста, не держите в себе. Потому что это очень важно для нас, даже не в первую очередь, чтобы показать, какие мы крутые и набрать там какой-то пул клиентов, а на самом деле это нам позволяет двигаться дальше. То есть, если вам что-то даже не понравилось, вы можете об этом написать, мы сядем, подумаем, переделаем технологию и сделаем так, как нужно. Так, у нас один чебурек уже готов, он у нас стек, нам его нужно выложить. Щипчики у меня не под рукой, просто сделаю это вилочкой. Неохота за ними идти. Оп. Вот такой вот красивый с одной стороны и с другой. Получился чебурек. Он полый, видите? Сейчас Леонид попробует. Это вот наше такое тесто, оно просто офигеть какое сочное. Сейчас второй тогда, пока будем жарить, этот пусть остывает. Там все хорошо рассмотреть сначала. Слушай, выглядит круто. С пузырьками. Видишь, как слоеное тесто. Которое, вот, тоже, точно, даже смотри, видно, что слоеное тесто. Видишь, в середине как бы это. Ну как тесто? Нежное? Да, хорошее очень даже. Все прожарилось, все хорошо? Угу. Самое главное, сочнее. Что тесто, которое можно не грызть. Мягкое, смотри на тесто какое. Аж там эти пустоты такие, видишь? Видно хорошо так. Слоеное. Да, оно даже в замороженном виде дает тот эффект. Когда мы жарили их прям свежими, оно настолько пузырилось, оно прям было как вот шарик, много-много-много, потому что тесто было вот только из тестораскатки. Я переживал, что когда мы его заморозим, будет не такой эффект. Пузырьков меньше, но тесто сохранило свои свойства, и оно осталось таким же нежным. Не, очень вкусно. Серьезно вкусненько. Ну, на ближайших ярмарках наши чебуреки будут, мы их будем сами готовить. Вкусняшка. Во фритюре, соответственно, приходите. Это будет очень вкусно. Плюс мы также будем хинкали готовить.
Спасибо, Леонид. Было вкусно, я надеюсь. Очень, очень Ну, вкусно. здорово. Тогда мы ждем ваших комментариев. Не забывайте про конкурс. С меня килограмм говяжьих пельменей. Угадайте про цену. Ну и вкус, я думаю, вы Леониду все доверяете, так же, как и я. Не, правда, очень вкусно. Это раз. Второе, пишите обязательно комментарии все свои вот тут под видео. И Саша обещал их перечитать, и он вам поотвечает. Так что, если что-то связано с его работой, там будет написано, я отвечать не буду, потому что, ну, как Да, бы не без меня, а проблем. Саша ответит. Так как мы делали про видео про огурцы. Там ребята постоянно отвечали, там шла вся вот эта вот разборка. А я не вмешивался, потому что, ну, если я в этом не понимаю, зачем я буду там, как Да, говорят, без это. проблем. Я тогда буду мониторить ваши комментарии и отвечать вам. Как и Пишите всегда. побольше ему там всякого комментариев. Да, спасибо огромное.